Вот такой вот ТВ-бокс Kikpi KP1 на вот таком вот пульте, еще и вот в такой вот коробочке и с вот таким вот блоком питания. Вот таким вот интересный. Короче, ребят, Kikpi KP1 это полный аналог Hamatix Airbox 4K Lite. Вот так вот, Airbox 4K Lite? Да, потому что я уже запутался, их там этих Hamatix'ов как собак нерезанных. Ну, короче, Hamatix-то стоит сколько? 60 там с чем-то баксов. А вот эта штука стоит на текущий момент $43, а если с купонами еще дешевле. Короче, вот такая вот тема. С HDR10, с HDR10+, с Netflix, с Dolby Atmos, с вот таким вот Bluetooth пультом с инфракрасной опцией, которой можно управлять дополнительными девайсами по типу телевизора, саундбара, ресивера. И еще тут есть у нас DRM L1 и, конечно же, Dolby Digital+. В общем-то, кстати, еще и HDR у нас адаптивный. В общем-то, крутая штучка на канале Технозон. Поехали. Слушайте, но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео, и ссылки на проверенного продавца, где мы его покупали, лежат где? Конечно же, в описании под видео. Все, переходим, смотрим цену и все характеристики. Мы сейчас, конечно, еще посмотрим, а вообще начинаем с распаковки. Хотя распаковки не будем, просто посмотрим интерфейсы. У нас есть вот такой вот разъем для аудио-видео, подходит для старых телевизоров. LAN RJ45 на 100 мегабит, HDMI, вот такой вот SPD-чик для 5.1 звука, разъем питания и Type-C-шечка. Через Type-C-шечку можно подключить от Hamatix, ну, по крайней мере, попробовать T2 порт, потому что это реально точная копия. Также у нас есть два USB 2.0. Почему 2.0, объясню в самом обзоре, это будет для вас, наверное, сюрприз. Это у нас разъем для microSD карт. Спереди есть диод, при этом не назойливый. Сама коробка цельная, пластиковая и нормально работающая. Есть вот такой вот пульт, это Google пульт стандартный, с дополнительными кнопками Netflix, Google Play, YouTube, Prime Video. Ну, конечно, в отличие от Hamatix, здесь нельзя назначить кнопочку, хотя по дабл-домику можно вызвать меню последних приложений. Есть дополнительная инфракрасная кнопочка, вот не кнопочка, а инфракрасный такой датчик или диод. И есть у нас две батарейки 3А для управления. Сам по себе блок питания у нас 12 вольт, 1,5 ампера, 18 ватт. Очень даже неплохой блок питания. Теперь мы смотрим с вами, сколько же он стоит и где его купить. А купить его можно на Fonter Official Store. На текущий момент стоит он 43 бакса. Цену актуальную посмотрите в описании под видео по ссылке. И тут они нам как раз пишут. Это 4 ядра Cortex A35 по 2 ГГц. Это M-Logic S905Y4 процессор на Mali G31 на Android TV, не на Google TV. На Android TV 11, там, само собой, с голосовым поиском и еще и с поддержкой AV1, HDR10+, Wi-Fi NL1, Google Cast, различными штуками. И здесь, хотя написано Dolby Audio, я вам честно скажу, они заявляются, что здесь максимальная сертификация Dolby Digital+. Ну, пару раз на ресивере Dolby Atmos мы ловили. Да и Netflix показывает, что он подхватывает здесь Dolby Atmos. Утверждать не буду, напишите, если что, в комментариях. Теперь дальше у нас формула памяти 2 на 32, что немаловажно. В 32 гигабайта можно уместить очень много разных игрушечек, можно уместить много разных моментов. Что мне понравилось? Мне понравился Wi-Fi под 400 мегабит, 430-450 мегабит в пике я видел. Это 5 гигагерцовый. Соточка LAN порт, ну, честно говоря, такое себе дело. И 2.4 на роутере от Xiaomi BE7000 работает до 150 мегабит. Есть адаптивный HDR, что немаловажно. Дальше, а что дальше? А дальше мы с вами переходим на тесты. Мы переходим на тесты и уже потом будем переходить на, скажем так, на выводы, но я заранее его рекомендую. Я заранее вам говорю, что его купить, допустим, для Samsung телевизоров, для телевизоров, которые поддерживают HDR10+, купить намного лучше, чем Hamatix. То же самое, все то же самое, вы не найдете отличий. Никаких. Если кто-то говорит, мне нужен Atmos, а его здесь может быть не быть, я вам объясню, потому что Atmos я ловил, но они заявляются Dolby Digital+. Но что такое Atmos? Настоящий Atmos — это там колонки потолочные. У кого настоящий Atmos есть? Ну, напишите мне в комментах. У меня настоящий Atmos там хотя бы с 2 или 4 колонками. Я не говорю уже там о сетапах по 128 колонок, такие тоже есть. Но, в общем-то, переходим, тестируем, ждем выводы. Та-дам! Вот он. Hamatix? Нет, это Kikpi. Это Kikpi.
точно такой же ТВ-бокс. Мы когда начали с ним работать, у меня прямо дежавю какое-то, потому что Netflix, YouTube, это Android TV с голосовым поиском, со всеми приколами. То есть здесь Android TV, вот когда говорят, вот новый интерфейс Android TV, он фиговый. И изменился он чем? Да ничем. У вас просто сместилась вот эта вот полоса удаления, вниз. То есть мы можем просто его перемещать. Все то же самое, только они ее скрыли влево. Ничем ваш интерфейс хуже не стал. Да, появился раздел покупки, ну и забейте на него. Чего вы паритесь? Теперь дальше. Идем с вами в настройки. Смотрим, что это конкретно. Зададим название устройства. Это Kikpi KP1. Идем в настройки устройства, об устройстве. Видим, что это, да, Kikpi KP1 на том же Android TV 11. Ничего у нас тут не изменилось. Экран и звук. У нас есть адаптивный HDR. Вы сейчас видите вставочку с адаптивным HDR. Все работает отлично. При этом у нас HDMI-цик, который работает в базе. У нас в расширенных настройках звука мы можем выбрать там форматы. Честно говоря, все на автоматическом работает. Поддерживает он точно так же от 480p до 1000, до 4К 2К SMPTE. Слушайте, ну о чем можно тут говорить? Все очень точно так же, как и было, грубо говоря, у Хаматикса, который стоит, извините меня, на $20 дороже. Немаловажный момент. Вот этот вот Setup Remote Buttons вы можете управлять дополнительно вашим телевизором. Это Bluetooth пульт, а вы можете через инфракрасничек управлять телевизором. Вы можете управлять, например, я не знаю, звуковой панелью, потому что вы нажимаете добавить устройство, саундбар, это и есть звуковая панель, либо AV-ресивер. Нажали саундбар или телевизор, выбрали ваш там, вы представляете, сколько их, выбрали ваш бренд. Например, у вас, Harman Kardon, у меня нету Harman Kardon, извините, не разжился еще, бедноват. Давайте True Audio какой-то. И можете здесь назначить громкость, питание, источник сигнала, если он поддерживается вашим Harman Kardon. Каким Harman Kardon? True Audio. Также у нас в настройках можно назначить там в главном экране выключить предпросмотр видео и предпрослушивание аудио. Обычно это очень сильно ускоряет вашу систему. И в пультах аксессуарах у нас есть там B21 пульт Bluetooth, о котором мы сейчас говорим. А Wi-Fi у нас подключился тоже без проблем. Поэтому здесь еще и точка доступа есть. Здесь еще и точка доступа есть для, при подключении, допустим, LAN RJ45 сюда, и вы можете раздавать его Wi-Fi в какой-то небольшом диапазоне, например, для телевизора, чтобы вы понимали. То есть бывает такое, что знаете, для чего вообще точки доступа делаются в ТВ-боксах? Заводится туда LAN кабель и раздается в ближайшем окружении, например, для плойки, для там еще что-то у вас стоит, для самого телевизора или еще чего-то, интернет, если не достает до основного роутера. Вот для чего делаются точки доступа в ТВ-боксах. Ну, конечно же, Netflix. Нажимаем Netflix. Сейчас вы видите у меня, кстати, все, смотрите, сейчас я вам скажу дальше, все работает очень быстро. Я как-то вот сам не ожидал, нажимаешь там раз и все включается быстро. Вы сейчас видите вставочку с моего телевизора 4К, HDR и на секундочку Dolby Atmos, хотя заявлялись на сайте Dolby Digital Plus. Я вам честно скажу, я не могу подтвердить полную поддержку Dolby Atmos, он дешевле, у него изначально не было заявлено, но пару раз Atmos я ловил индикацию того, что он с Atmos работает, поэтому тут уж такое себе дело, ребят, не буду утверждать, но Atmos есть в данной коробке. Дальше. Если говорить уже о сертификации, давайте проверять голос. Фильм Черкасы. Так, он нашел, сейчас на текущий момент уже такой вид имеет поиск голосовой. И многие скажут, мне нужен глобальный поиск, что делать? Фигня, ребята, не так это делается. На текущий момент глобальный голосовой поиск работает по-другому, они оптимизируют, и со временем то, что там удаляют обновления, морозят, оно все равно со временем перестанет работать. Протоколы поменяются, все равно обновите. Месяц-два, все равно придется перейти на другой голосовой поиск. Вспомните, где старые файлы голосового поиска Katniss, они уже не работают. И это тоже к этому придет. А работает теперь голосовой поиск таким образом, вы заходите внутрь приложения. Те приложения, которые сейчас будут новые обновления выпускать, они со временем тоже оптимизируют это дело. Вот мы сейчас в YouTube, например, и мы хотим найти канал Технозон. Мы просто, не заходя ни в какие поиски, мы нажимаем, или Дикая река 4К. Давайте заодно проверять, как работает у нас YouTube. Давайте.
Дикая река 4К. Вы просто диктуете, и оно прямо внутри приложения сразу же включает ролик. Оно находит, если полное совпадение, оно его сразу же включает. Та-дам! Работает? Работает. Давайте смотреть, как работает. Включаем принудительно 4К. А ну смотрим. 4К, 60 FPS. Все отлично. В статистике для сисадминов мы видим VP9. А во вставочке вы видите на тестовом телевизоре AV01, тот же самый мой ролик, на 4К 60 FPS без единого дропа. В HDR10. Пожалуйста, то есть YouTube, HDR с вот такими вот крутыми поддержкой крутых кодеков AV01 и VP9.2 работает без проблем на вот этом вот оригинальном кикпе, потому что он тоже оригинальный, потому что это все-таки SAE Robotics, и мы сейчас это выясним. Перейдя в AIDA 64, давайте идем в AIDA 64, просто для меня за такую цену сейчас, если у вас, допустим, Samsung, либо HDR телевизор, да я даже на Dolby Vision такие боксы смотрю, для меня это SAE 700 BKB. BKP, вот так вот он звучит. Это SAE Robotics, все тот же SAE Robotics, а все та же плата. 2/32, здесь ничего нового. Я подключил сюда даже SSD-шничек. Центральный процессор AM Logic S905Y4, 4 ядра по 2 ГГц, и даже поиграть во что-то сможем сейчас. Заведем. За отображение отвечает Mali G31. Сеточку будем сейчас тестировать, конечно же, потому что тут то, что они пишут, канальную скорость, это ж нереальная скорость. Android 11, при этом он будет обновляться так же, как и тот же самый Hamatix. Теперь смотрим, доступа к температуре нет, само собой, но по кодекам мы уже поняли. То есть, работает. Да, ну ладно, что ж такое-то. По автофреймрейту. Автофреймрейт работает. На текущий момент в бете это съемка, да, там, когда мы делаем, но iFair уже заработал, и он у меня сейчас отключен, но вы сейчас видите вставочку, где он меняет частоту. Не вываливается в HDR этот менюшечку, а меняет частоту. То есть у нас открывается не такое, вот как там показывали на одном канале, что там типа что-то не работает. Автофреймрейт работает. Официально доношу до вас, товарищи. Можно брать. Короче, дальше, ребят, все так красиво. Давайте Chromecast. Chromecast, проверка Chromecast. Chromecast одна из важных составляющих. Открываем, ну я через YouTube обычно Chromecast, здесь он просто детектит, визуально красиво показывает. Открываю Chromecast, КП1 есть у меня на смартфоне, выбираю КП1 и... Он включил YouTube, подключено новое устройство Xiaomi, здесь просто визуально это видно, отлично. Сейчас у меня подключено Xiaomi, вы видите здесь предпросмотр, я могу здесь в поиске прямо в своем телефоне найти какой-нибудь свой обзор, например. Я прямо здесь нажму воспроизвести, он не будет здесь воспроизводить, а воспроизведет на ТВ-боксе. Вот это вот правильная работа Chromecast. Мы уже выпускали ролик о том, как работает Chromecast и все его фишки. Там не только ролики, не только, допустим, там трансляция экрана, там еще и передача, допустим, вот так вот на лету фотографий. Короче, там огромное количество разных моментов. Давайте это все выключать. Ни по YouTube, ни по Chromecast, ни по голосовому поиску у нас вопросов нет, как и по Netflix в том числе. Если мы хотим там смотреть DRM L1, ну давайте попробуем DRM L1 посмотреть. Мы включаем этот DRM Info, устанавливаем. Ну я как бы не собирался показывать, но я же должен показать все, ибо вы не успокоитесь. Открываем и смотрим. Бренд Kikpi SAE 700 BKP. У нас с вами есть поддерживаемые форматы. Нас интересует CNC Clear Key, поддерживается. Widevine L1, само собой. Но если у нас Netflix работает, конечно же, и PlayReady DRM тоже есть. Отлично. Конечно же, тестируем сетевую возможность. Сетевые возможности. А я вам, знаете, что скажу? Помните, я делал видосик про то, почему, допустим, плохо работает Wi-Fi. И многие производители начали использовать в своих ТВ-боксах USB 2. Давайте тест скорости сети включим. Потому что, как показало исследование Intel, USB 3 у нас дает наводки на Wi-Fi и могут быть проблемы. Именно
Вот они просто могут быть. Здесь у нас два USB 2.0, через которые вы сможете смотреть без ограничения все. То есть они работают на скорости, на теоретической скорости до там, 450 мегабит до 450 Mbps, а фактическая где-то 250-300. Вы попробуйте найти фильм с таким битрейтом. 430 на загрузку в 5 ГГц диапазоне и 230 на выгрузку. Это топовый результат для вот такого формата ТВ-бокса за его цену. Вы вдумайтесь, за такую цену мы получаем очень крутой Wi-Fi. Давайте подключаем Wi-Fi 2.4. Я еще не знаю, я не тестировал 2.4. Я тестировал на Хаматиксе. Подключили 2.4. Сейчас он задетектит интернет. И давайте тот же самый тест скорости сети на 11 канале на протоколе 802.11n. Не переключился ни на N, переключился на AX 155. 159 на 2.4. Я в тихом ауте, я вам честно говорю. Это на загрузку, на выгрузку тоже 136. Но мы тестируем на роутере BE Xiaomi BE 7000. Поэтому вы должны понимать, что вам нужен очень крутой роутер. И чем дальше от роутера, тем, конечно, будут ниже показатели. Но интернет в данном ТВ-боксе отличный. Тестируем вот такую еще штучку, как Lana J45, обязательно здесь соточка. Здесь соточка, и в принципе, если не заморачиваться, то можно смотреть практически любой контент. Смотрим, подключилась. Вот в данном режиме вы можете включить точку доступа Wi-Fi. То есть точку доступа, hotspot. При этом он позволяет выбирать еще и 5 гигагерцовую создавать точку доступа. И, допустим, для вашего телевизора сделать вот такую штуку. Тестируем скорость Wi-Fi. Ой, не Wi-Fi, а уже LAN подключения. Давайте тест скорости. Нам валидатор сейчас не нужен. И посмотрим, что у нас получится. Стабильная сотка. Стандартная стабильная соточка. Ничего у нас нового. Так, с интернетом все хорошо. А что же у нас с внешним носителем и с форматами звука? Идем, выбираем внешний источник. Очень хочется попробовать очень большой тестовый ролик. Я, скажем, чуть не сказал другой, на 68 гигабайт. Мы запускаем. Он запускается на 4К 60 FPS. Это конкретно фильм 4К 60 FPS. Все пошло. Сразу перематываю. Сразу говорю куда-нибудь вперед. Вот, пожалуйста, все работает. Перематывает мгновенно. Работает сейчас он в Dolby Digital, в HDR. Идеально. Просто идеально. То есть у нас нет ограничений. Я сейчас тормознул. Давайте включим LG New York 4K. Это тоже очень высокобитрейтный ролик. Он тоже работает с внешнего носителя. Давайте еще включим Барселона, не знаю, по-моему, не воспроизведется. А нет, воспроизвелась. Отлично. То есть отлично работает. Sony VLN Tonga пошел просто идеально. Красивенько, все отлично. Давайте его остановим по форматам звука. Я вам расскажу. Сразу изначально он будет работать в Dolby Digital Plus. При подключении простого Dolby Digital будет работать в Dolby Digital. Dolby True HD работает как простой Dolby Digital, либо может не работать в зависимости от плеера. Это я предупреждаю сразу. Dolby Atmos работает через Dolby Digital Plus. DTS работает ядро в режиме проброса. Другого у нас ничего больше нет, по крайней мере, мы ничего больше не получили. Тут уже вам такая информация. Дальше у нас с вами остается совсем мало тестов. И я скажу насчет Матрикса. Такое между нами, мальчиками говоря. Не могу сейчас это показывать, не могу рассказывать особо. Но ограничений в проигрывании нет. Если есть достаточное количество тех, кто раздает, и у вас очень хороший канал интернета и хороший роутер, то ограничений поэтому нет. Мы создаем обычно, как мы тестируем. Я вам рассказываю методику. Ставится сервер, загоняется, сервер ставится один на 2,5 гигабита, второй ставится на другом компьютере еще на 2,5 гигабита, загоняется, допустим, один большой какой-то там, грубо говоря, аватар на 100 гигов, либо другой, либо Gemini на 89 гигов в раздаче, то есть в раздаче, и гоняется через Matrix онлайн. И смотрится при наличии хорошего покрытия, он тягает любой размер без проблем. Дальше у нас с вами
идет OTT и IPTV. Здесь мы можем смотреть любые OTT-сервисы, IPTV. Я даже на это внимание уже не обращаю, потому что в основном AMLogic, тем более сертифицированные последних лет, они обычно хорошо справляются с этой функцией. То есть на текущий момент мы с вами смотрим HD-каналы в 1080p качестве, хороший битрейт. Смотрите, просто переключается и просто работает. Смотрите. Супер, супер. Как в принципе, например, и Мегого с его фильмами вы можете тоже спокойненько смотреть, потому что, опять же, те же самые стриминговые сервисы этот TV Box поддерживает очень круто со своей Dolby Audio лицензией. Ну, в Dolby Audio, например, в Мегого нет, зато есть, допустим, 4К HDR, есть фильмы на текущий момент уже появляются в большом количестве, и воспроизводится все абсолютно вот ровненько, красиво и без ошибок. Все. И при этом, если я нажму сейчас на Double домик, 2 раза ткну на домик, у нас появляется меню открытых приложений. У меня иконки сейчас не прогрузились. Вы можете закрывать приложения, и это либо переключаться между ними. Это привносит, точно так же, как на Hamatix, это привносит очень классную фишку в плане того, что это решает проблемы, допустим, закрытия последних приложений, либо переключения через них. Хотя это можно было бы реализовать через TV Quick Action. По мультимедиа у меня все. Больше мне вам показать нечего, поэтому мы чуть-чуть поиграем. Подключили геймпад мой G4 Pro любимый от GameSir. И давайте там в Raptid сейчас пойдем, сыгранем. Raptid GP2. Играли? Первую часть я играл, там крутая графика. Здесь круче графика. Он более требовательный и, честно вам скажу, очень-очень красиво. И здесь можно еще играть на много пользователей через сплитскрин. То есть подключать пару геймпадов, и будет вам счастье. Ой, здесь надо поворачивать. О, здесь с ускорением даже идет. Можно играть в различные игрушки на невысоких, скажем так, настройках. А если брать казуалки какие-то или аркады, то там вообще без ограничений. Ну, как видим, все работает. Все работает, брызги без тормозов, без ничего. Бояться, что он перегреваться будет? Нет, не будет. Ну и в принципе все, ребят, переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, это топ-коробка за 40 с чем-то баксов. Ребята, берем и не задумываемся. Берем и не задумываемся. Берем вот так вот и покупаем. Вот так вот. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.